Друзья, всем привет! Сегодня видео про Passat B5 Plus, американец, тоже американец. На этой машине я менял радиатор печки, но видео про другую неисправность. В общем-то, он мне позвонил, владелец, и говорит: у меня загорелся прибор, коробка в аварию упала и нет зарядки аккумулятора. Вот, в общем, он ехал, пока полностью не заглох. Притащили его ко мне, вот, я начал, разбираться, ну, зарядки нету, да, аккумулятор сел в 0, 9 или 6 вольт, вот, сейчас точно не помню. Вот, ну, суть в чем, я поменял генератор, и я сейчас чуть позже покажу, я сейчас опять его буду снимать. Я поставил генератор с Audi A6, C5 кузов, вот, от такого же двигателя 1.8 турбо, он немножко другой, у него крепления другие у генератора. И из-за этого немножко шкив, по-другому там садится. Но ремень как бы расположен ровно. Все ролики в плоскости ремня. Вот, но этот генератор, он тоже нифига не работает. Вот сейчас я пущу двигатель. Да, тут еще проблемы со стартером. Вот. Горит. То, что заряда нету, не дает. Сейчас мы газанем, вот, и заряд появляется. Вот, проблема тут такая интересная. Здесь кое-что надо знать при замене. Ну, я предположил, что, скорее всего, щетки или реле заряда — это одно и то же устройство целиковое. Щетки внутри реле заряда, единый блок. Вот, тут кое-что нужно знать, потому что просто по номеру, допустим, как я подбирал, и из-за этого здесь такой косяк, еще пока непонятно мне. То есть у меня получится поставить те щетки, которые я купил, или не получится. Вот. Дело в том, что управление на обмоткой возбуждения есть два варианта здесь. Вот, американец 2000-2002 годов. В общем, не буду углубляться, как называют это профессионалы. Там ламповый генератор, там еще какой-то. В общем, суть в том, у одного идет управление замка зажигания плюс 12 вольт на обмотку возбуждения. У другого идет управление, с блока управления двигателем. И на него подается 5 вольт. Ну, в районе 5, может там 5,5. В общем, вот так вот, два варианта такие. И у него как раз стоял генератор с щеточным узлом. Вот. С управлением от блока ЭБУ, который должно управляться 5 вольтами. Вот. А по году машины, и по ВИНу, и по производителю щетки должны быть именно, которые управляют, плюс идет с замка зажигания 12-вольтовый на обмотку возбуждения. Сейчас я буду уже заезжать на подъемник. Вот, и мы будем сейчас снимать тот генератор. Коробка пнула. Тот генератор, который я поставил, будем снимать. Я заодно расскажу, как он снимается. Он, в принципе, снимается несложно, но единственная проблема с вискомуфтой. На этой машине ее редко откручивают, и бывает так, что она закисает, придется там очень много чего разбирать. Ну, в общем, поехали. Итак, давайте включим зажигание и посмотрим. Есть ли на обмотке возбуждения какое-то напряжение? Значит, смогу я показать или нет? Так, не светит. Туда. В общем, у меня крокодильчик, вот этот проводочек, вот отсюда видно. Крокодильчик я поставил на клемму обмотки возбуждения, и вот это сейчас нам надо на минус поставить. Так, 0,63. Напряжения никакого нету. Давайте заведем. Запустим мотор. Так, мотор запустился. Так, зарядка пошла, аккумулятор погас.
Так, давайте смотреть, что на обмотке возбуждения. Так, вот теста минус. Так, на обмотке возбуждения 14 вольт. Значит, мы можем заключить из этого, что это обычное управление с замка зажигания обмотки возбуждения, а не от блока управления. Значит, я щеточный узел с реле заряда правильно купил. Ну, давайте смотреть. Так, вот это старый, который я снял. Вот щеток нема. Сейчас мы сравним с новым. Вот этот реле заряда, я покажу его номер. Оно как раз, так, видно. Оно как раз для управления блоком управления 254 2604. Управление с блока управления 5 вольт должно управляться. Вот, щетки нет, щетки стерлись все. Так, заднюю крышку покажу. Номер генератора. Вот номер генератора, а вот номер производителя. Так, отсвечивает. Вот номер производителя. SG9B010. Вот по этому номеру так, по этому номеру подбирали этот щеточный узел. Вот сейчас я его покажу номер. Регулятор генератора, регулятор заряда и щетки в одном корпусе. Стоит он 1200 рублей. Немножко другого вида, это не оригинал, не валио, как вы видите, да? Какой-то УТМ, ну не знаю, будет работать, должен работать. Вот так вот он выглядит. И вот такие вот у него щетки. Огромные щетки, новые. Вот такой вот реле регулятор. Сейчас вот он генератор, на который я буду ставить этот щеточный узел. Тут придется немножко наждачечкой поверхность немножко надо обновить, чуть улучшить. Вот, потому что не очень хорошем состоянии она. Когда щетки перестают касаться, оно здесь начинает искриться, из-за этого нагревается. Вот одно кольцо вообще темное стало, другое посветлее. Вот это все из-за искрения и тому подобного, что щетки перестают доставать уже. Ну и вот как выглядит на пассате шкив. Он близко-близко к корпусу. И как выглядит шкив, который я поставил. Вот C5 Audi A6. Так, зачищаю я колечки. Так, что тут у нас с фокусом? Фокус. Так, ну вот видно, которая черная была почищена, сильно темная была. Но вот справа осталась небольшая черная полоса, это уже не убирается, это глубоко. Вот, осталось мне почистить вот, и только вот эту вторую половинку. Значит, что я делаю? Я беру 800-ю наждачку, она мелкая. Вот такой вот отрезаю кусочек, делаю петелькой, надеваю и кручу за шкив. И можно ерзать туда влево-вправо. Это все дело зачищается без проблем. Снимаем вот эту крышку, которая щетки закрывает, чтобы удобнее было сюда ее подставлять. Мне понадобится 2 руки, чтобы ее поставить, поэтому момент установки будет за кадром. Итак, я поменял щетки и сейчас хочу продемонстрировать. Щелчки слышно, но этого не избежать. Я попробую показать. Ну, вот она щетка. Она болтается.
так как кольцо имеет повреждение, вот, и из-за этого щетка вот эта щелкает, издает звук. Только одна щетка, причем она на 100% притрется и больше не будет щелкать, когда туда попадет мусор, графитовая пыль. Она не будет щелкать больше, но пока вот в таком виде. Ну, этого не избежать. Когда мы не меняем кольца, оно так и будет. Теперь можно одеть крышечку. Вот, и закрывать крышечку другую. Теперь, что касается снятия генератора. Значит, нам нужно открутить вискомуфту. Вискомуфта откручивается с обратной стороны. Вот, для чего нам нужно открутить? Потому что нижний болт генератора, он блестящая шляпка, он упирается в вискомуфту. Значит, сейчас скидываем ремень, вот натяжитель, ключ на 17 и скидываем ремень. Отлично видно болт от вискомуфты под шестигранник восьмерку. Видно. Так. Видно болт длинный. Так, а что-то я его на камеру не вижу. Так, вот он длинный болт, не штатный, который я поставил. Потому что штатный пассатовский болт, он закручивается сам генератор. А это болт не штатный, он еще длиннее, чем надо. Значит, я открутил дроссель, открутил подпорку, чтобы не мешало. И самое главное, с чего надо начинать вообще все работы с электрикой, надо отключить аккумулятор. Так, теперь я откручиваю болт вискомуфты, вот, для того, чтобы вытащить нижний болт, вот этот длинный. Я снял, вот он болтик, который упирается практически в радиатор. Для чего еще надо дроссель откручивать? Если его не открутить, то мы генератор вообще не вытащим отсюда. А так вот, спокойно. Секрет беспроблемной установки генератора. Надо эту втулочку немножко осадить через болтик. Итак, я генератор поставил там он болтик, уже другой покороче, но он немножко все равно упирает. Пока так все стоит, удобно прикрутить уже плюс. Значит, плюс я прикрутил. Мне остается вот восстановить, значит, провод на обмотку возбуждения. Вот фишечку. Вот такую я прикручивал, потому что генератор был другой. Сейчас я старую фишку прикручу. Надо поставить, значит, вискомуфту на место и дроссель, ну и распорку. Итак, все собрано. Генератор стоит, вискомуфта стоит, заслонка стоит, дроссель пришлось поставить на герметик, то что прокладка разлетелась на две части. Вот, опора стоит и подключены. Все, что должно быть там подключено, все подключено. Давайте пробовать. Так, ну, генератор дает зарядку, аккумулятор сразу тухнет. Кстати, вот и в тепле. Сразу генератор начинает работать, аккумулятор тухнет. В тепле и стартер срабатывает, смотрите, прям моментально, сразу. На холоде
на холоде не хочет работать. Ну что, на этом, ребята, видео заканчивается. Всем удачи, всем пока. Делитесь в комментариях своим опытом, отвечайте на вопросы вместо меня, если можете. Кто что знает, тот пишет, тот отвечает. Не всегда есть возможность оперативно зайти, ответить. Так антифриз только моргает. Надо удалить антифризом. Всем удачи, всем пока. Так, казалось бы, хотел закончить видео, вот, но тут счастье привалило. Это Passat, на котором я менял турбину. Он еще никак меня не покинет. Обратили внимание на то, что значит, просто если завести машину на холостых оборотах, тускло горят фары, ближний свет. Американцы, они сразу загораются. Вот, как газанешь, значит, они начинают ярко гореть. Начали разбираться. Вот, и нашли вот что. Во-первых, не горит на приборке индикатор аккумулятора, да, при включении зажигания. Но это полбеды. Значит, докопались вот до чего. Это реле-регулятор, тот, который я снял с Passat начало видео. Вот, и его номер где? Да не надо держать, а. Ну, может, на слово мне все поверят. Да. Не фокусируется. Вот, фокусируется. Вот, а этот реле-регулятор стоит на этой машине. Вот, где его номер? Вот его тот же номер, но они номера одинаковые и производитель одинаковый валю, но они абсолютно разные. Здесь вот такой набалдажник, здесь ничего нету. Вот, и самое интересное, то, о чем говорили мне специалисты в сервисе генератора стартеров. Вот, обратите внимание, фишка внизу посередине зубчик, и вверху два зубчика симметричные и широко стоят. Вот, теперь снимаем эту фишку. Здесь фишка даже не была. Александр, сними, пожалуйста. Вот, теперь смотрим на эту фишку. Это я могу попробую сразу две показать. Вот, абсолютно наоборот стоят контакты на нижней фишке. Правильная фишка нижняя. Внизу два зубчика, вверху один, и не по центру, он напротив правого зубчика. Верхняя фишка такая. Ну, это, грубо говоря, здесь фишка вообще не была одета. Вот здесь правильная распиновка. Зубчик напротив зубчика и один еще рядом. Как со стороны, где два их. Так сбивчиво все объясняю, рассказываю. Грубо говоря, из-за этого мы сейчас попробовали, подали сюда минус, да, и на приборке начал загораться аккумулятор. Все дело опять в том, что, блядь, кто-то взял и поменял и поставил неправильный реле-регулятор сюда. Он, вот видите, щетки, он вообще свежий, блядь. У него сколько вот по щеткам сказать пробега? Да нисколько. Вообще, вот его недавно поставили, ну хотя он и пыльный. И поставили не тот, поэтому те, кто смотрит это видео, к этому надо очень внимательно относиться. Во-первых, смотреть по фишке. Если сами не можете подобрать реле-регулятор, то обращайтесь лучше к специалистам, они вам помогут. Ну, про номер скажи, что одинаковый. Номер одинаковый, да, я сказал. Номер одинаковый, производитель одинаковый, фишки разные. Вот, правильную фишку смотрим на вашем авто. Если ее никто не поменял, не перекусил, не перегрыз, вот это правильная фишка. И еще раз показываю две вместе неправильные. Нижняя правильная, верхняя неправильная. Вот теперь уже точно все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Можете даже колокольчик нажать. Всем пока.